Добрый день, дорогие друзья! Вы на телеканале Итон ТВ, программа «Разбор полетов». Меня зовут Александр Вальдман, а вместе со мной в нашей тель-авивской студии мои коллеги, друзья, журналист Лазарь Данович и писатель, публицист Давид Шехтер. Добрый день еще раз, друзья! Добрый день. Тема, которую я хочу вам предложить, эту тему нам подарил наш доблестный высший суд справедливости. На днях они приняли, я бы сказал, спорное, но, наверное, спорное это не то слово, спорное решение относительно сноса дома, в котором проживал террорист, который убил 13-летнюю Алель Яфу в Кириат-Арбас. Это было совсем недавно. Так вот, судьи решили, что дом сносить не надо, а надо снести только средний этаж трехэтажного дома, где проживал убийца, а третий этаж недостроен, его сносить не надо, а на первом вообще складские помещения, и вообще там живут дети в этом доме, его родственники. Это негуманно. У меня к вам вопрос на засыпку, сразу к обоим. Скажите, пожалуйста, это тот самый случай, когда высший суд, судьи Высшего суда справедливости принимают решения, не заботясь о том, какие будут последствия и как вообще будет исполняться их решение, или у них окончательно поехала крыша? Лазарь. Ну, во-первых, я считаю, что само наказание в виде сноса дома, оно не продумано. Потому что мы знаем, что прекрасно, что после сноса начинается сразу новое строительство. Угу. Собирают деньги Из-за границы приходят из-за границы, деньги. И все. В принципе, даже, может быть, для каких-то целей это даже здорово, потому что старый дом меняется на новый, строят заново. Я совсем небольшой хищник, но я думаю, что для того, чтобы не строилось, есть такой прекрасные химикаты типа фенола, диоксина. Вот. Если туда вылить с полцистерночки диоксина, там уже нельзя будет строить. А он стоит недорого, можно это сделать. Вы знаете, чтобы не было это условным наказанием, понимаете? Снесли и тут же начали строить. Далее. Это, извините, не считайте меня чудовищем. Для того, чтобы наказание и было наказанием, а не было участием в реконструкции домашнего хозяйства. Да. Далее. Как мне кажется, наша юридическая система, к сожалению, пусть она на меня не обижается, она давно обслуживает не нас. Она обслуживает либо себя, чтобы показаться кому-то самой передовой и самой толерантной на свете, и потом заработать на это свои какие-то очки. Либо она обслуживает тех, против кого подаются такого рода иски и объявляются такого рода наказания. Я думаю, что через какое-то время эта юридическая система будет осуждена и будет представлять собой пример антинародной и антигосударственной системы. Давид, к вопросу, который уже прозвучал, я добавлю лишь один нюанс. Суд у нас гуманный, и в рамках самый гуманный суд в мире, да, и в рамках этой гуманности пожалел родственников детей, там, сестры, братья этого террориста. Так вот, эти братья и сестры уже успели заявить, что они гордятся своим братом-шахидом. В суде этого не понимают? Тут нет другой такой принципиальный вопрос есть. Мы имеем дело с войной. То есть против нас ведут войну. Террор – это война. Причем направлен он не против солдат. Он самым гнусным образом направлен против мирных жителей, детей, стариков. Когда убийца прибирается ночью в постель к девочке, ее убивает, или когда убийцы врываются в квартиру, где живет семья, и там двухмесячному ребенку 3 раза протыкают череп ножом. С этими людьми надо бороться, с этими особями, я бы так сказал. Бороться с ними как? Нужны способы. Мы столкнулись, Израиль первым, сейчас Западная Европа после нас, столкнулись с особым таким вот подвидом человечества. Это люди, у которых
два главных инстинкта, инстинкт самосохранения и материнский инстинкт, не работают. Или они как-то извращены. Они работают не так, как у нас, как у людей. Поэтому запугивать смертью таких вот террористов бесполезно. Они идут с радостью на эту смерть. Они, наоборот, они хотят быть шахидами. То есть надо придумать что-то, надо применять какой-то способ, который будет более эффективно с ними бороться и предупреждать их действия. И вот разрушение дома – это один из таких способов. Я помню, в году в 1988, когда еще был Шамир у власти, он применял тоже взрывы этих домов. Я помню, посмотрел по Первому каналу израильскому репортаж, который на меня очень большое произвело впечатление, и я понял, с кем мы имеем дело. Там тоже рассказывалось о доме, который должны были взорвать. И вот показывает, как сидит на ступеньках этого дома отец террориста и плачет. И спрашивает его, что ты плачешь? Он говорит, если мой сын вам что-то сделал плохое, убил кого-то у вас, так убейте его, но не взорвите дом, оставьте мне дом. И вот тут я понял, что, в общем-то, мы имеем дело с какими-то другими особями, потому что у нормального человека подход иной. Взорвите дом, возьмите все, что угодно, оставьте сына в живых. Нет, убейте сына. То есть у них и материнский инстинкт не работает. Поэтому надо как-то тут с ними бороться. Может быть, спецслужбы наши говорят, что взрыв дома – это для них большой удар. Другое дело, что вот Лазарь сказал верно, начинают его снова строить, надо потом просто отслеживать, чтобы не позволяли возобновлять строительство. Поэтому в каком-то смысле, может быть, даже лучше, когда его забетонируют, то есть заливают бетоном, там уже ничего сделать нельзя. Но главный тут подход. Подход в том, что нужно с этими людьми бороться. Маленький пример, скажем, если у нас в зоопарке сафари в Рамадгане львы вырвутся с этой своей клетки большой и побегут по Рамадгану, мы что, будем звонить в общество защиты животных и спрашивать, а какие законы действуют по отношению к львам? Мы вызовем снайперов, которые в лучшем случае, если имеют пули со снотворным, их усыпят, они так убьют. А этих вот двуногих зверей тоже нужно истреблять. Иначе ничего не получится. Поэтому то, что сейчас сделал наш Верховный суд, он по существу выбил у армии из рук очень мощное средство, которое работало на предотвращение террористических актов. И поэтому я думаю, что это решение, мягко говоря, ошибочное и неправильное. Вот и ты, Лазарь, и ты, Давид, вы вместе затронули тему нашего законодательства в какой-то степени. Я имею в виду не судебные власти, а именно законодательные власти. Может, у нас с законами что-то все-таки не в порядке по этому поводу. Я провел небольшое исследование, обнаружил, оказывается, снос домов особо отличившихся террористов в нашей стране предусмотрен статьей 119 из постановления об обороне, принятым еще в 1945 году во времена британского мандата. Так, может быть, стоит обновить с учетом реалий то, с чем мы реально сегодня здесь сталкиваемся, потому что во времена мандата того, что творится сегодня, не было. Да, Лазарь. Конечно, не было. И я много раз замечал людям, которые, это правда не имеет отношения к терроризму, спрашивают, почему? Как может человек, живущий в современном Израиле, выбросить мешок с мусором в окно, под окно своего собственного дома? Не собственного дома, а дома, где он живет. Почему такая дрянь и грязь валяется вокруг домов? И в это же время в квартире моют полы до операционного состояния. То есть на полу можно оперировать. Чистенько, выметаются последние выходят потоки воды на лестничную клетку. на лестничную клетку.
понимаете, люди, которые не жили с мусульманами, они многого не понимают. Есть твое жилище и есть территория врага. Все, что за дувалом, за вот этим вот забором из кизяка, это территория врага. Все, что внутри, это твое. Поэтому, когда ты посягаешь на то, что внутри дувала, ты наносишь страшный удар, ты наносишь большой ущерб. Все, что вокруг, нет. Поэтому, когда ты уничтожаешь гнездо, ты наносишь непоправимый удар. Но ты его должен уничтожить. А если ты делаешь вот так, 3 подпорки, сверху есть, снизу нет, ты сам урод. Ты сам урод. Ты сам порождение вот этого уродского мироощущения. Я уверен, что снос домов, как бы это, может быть, варварски не звучало для ныне страдающей Европы, почти обезглавленной, и Европа, дышащая толерантностью, но с перерезанным горлом, вот, ей, наверное, это все неправильно кажется. Она не жила за дувалом. Давид. Ну, известная русская поговорка «закон, что дышло». Чтобы его использовать, нужно желание. И то, что нам показали судьи Верховного суда, не только сейчас, но и во многих предыдущих решениях, они не хотят его использовать. То есть у нас есть в руках все необходимые рычаги. Мы можем и взрывать, можем и высылать, и хоронить свиных кожах, все можем делать, но мы этого не делаем. Поэтому вопрос здесь не в законодательстве, а в воле. Воле и исполнительной власти, и законодательной власти, а они во многом обусловлены общественным мнением. А общественное мнение у нас, известно, диктуется, опять же, друзьями тех вот этих вот судей Верховного суда, которые живут с ними на одной маленькой территории в Иерусалимском центре. И поэтому они все так бы, не то чтобы рука руку моют, но там все взаимосвязано. Поэтому, чтобы... Их не убивают. Их убивают тоже. Очень редко. Очень редко, да, ну так... При всем при том, вероятность попасть в теракт в Израиле, она намного ниже, чем вероятность попасть в автокатастрофу, поэтому это сказать можно про всех. Но чтобы была вот эта вот политическая воля, просто воля для того, чтобы были приняты действительно эффективные меры против терроризма, должно быть общественное мнение. Общественное мнение у нас, к сожалению, все еще диктуется людьми, которые относятся к постсионистам, которые считают, что сионизм совершил грех по отношению к арабам. Здесь он такое вот ждимое пятно, жидовой грех. Поэтому к арабам надо относиться совершенно иначе. И многое позволено, и многое прощается. И отсюда все вот эти вот последствия. Пока мы это не изживем, пока мы не поймем, что перчатки надо снять, точнее скинуть, закачать в рукава и начать действительно защищать себя, ничего не получится. Спасибо, друзья, за этот очень интересный разговор. Я лишь хочу напомнить и вам, и нашим телезрителям. В 2008 году Багац отменил снос дома террориста, который в Иерусалиме напал на Ешиву и убил 8 человек. Отменили, потому что к ним обратилась замечательная организация под названием Бецалель. Бецелем, да. И эти ребята заявили следующее, цитата: «Разрушение домов, в которых продолжают жить семьи террористов, есть не что иное, как принесение морали в жертву на алтарь мести». Мне почему-то кажется, что нашим законодателям следует подумать о создании и принятии закона, где четко были бы определены границы морали по отношению к террористам. Может быть, тогда что-то изменится. Спасибо. Всего доброго. До новых встреч.